Всех приветствую на моем канале, я Алексей Чернов, композитор и пианист. И вот перед моим последним концертом я записал такое короткое видео, шортс, которое вызвало некоторый резонанс. О чем там речь, кратко перескажу. Я вот рассуждал о том, что наши корифеи, топ-пианисты, всем известные, они наверняка за свои концерты получают действительно очень большие гонорары. Там 10 тысяч евро, 20, может быть 30 за концерт. И я вот начал рассуждать о том, что будь я, скажем, на их месте сейчас, будь у меня большое количество концертов и схожие сопоставимые гонорары, я бы, наверное, откладывал какой-то процент, может быть, процентов 10-15 в некий фонд. Фонд помощи моим коллегам, музыкантам. Причем не абы каким музыкантам, а музыкантам уже зрелым. То есть музыкантам примерно моего возраста, лет 40, среднего возраста музыкантам. Причем музыкантам хорошим, которым есть что сказать на сцене. Я бы организовал такой фонд, или просто бы откладывал процентов 10-15 для того, чтобы таким музыкантам помогать. Потому что, модно помогать детям, модно почитать корифеев тех же, да, покупать на них дорогие билеты. А я уже об этом рассуждал. Музыканты среднего возраста, которые уже не вундеркинды, уже не подающие надежды молодежь, но и еще и пока не признанные корифеи мастера, они остаются в неком вакууме таком. Не будем сейчас об этом говорить, об этом есть отдельный ролик на канале. В общем, возникла у меня такая шальная мысль, что наши корифеи, всем известные имена, Соколов, Плетнев, если старшее поколение брать, Кисин, еще моложе, Даня Трифонов, это уже моложе меня. Наверное, могли бы 10% какие-то откладывать в какой-то фонд помощи коллегам. Если говорить о старшем поколении, то им уже 60, кому-то 70 лет. Получаешь ты 10, даже 10 тысяч евро за концерт, я уже не говорю о 20-30, у тебя концертов много, куда тебе столько? Понятно, что есть музыканты, которые личных поваров имеют, сейчас не будем говорить о них, я говорю о приличных музыкантах, старшего поколения. Казалось бы, куда тебе эти огромные миллионы, которые ты накапливаешь за свою концертную деятельность? Даже если они тебе все нужны, не убудет от тебя отложить 10-15% в такой подобный фонд помощи. И еще я предположил, что музыканты, они тоже болеют, могут болеть тяжелыми заболеваниями, например, онкологией, да? И есть фонды просто онкологическим больным. Почему бы не сделать фонд музыкантам онкологическим больным? Тоже бы им помогать, потому что музыкант профессия нестабильная. Человек может попасть в любую ситуацию, или родственник его может попасть. И очень часто в таких ситуациях нужны деньги. Почему бы не сделать такой фонд? Именно в музыкальном мире, в рамках музыкального мира. И получил я на это короткое видео некоторое количество реакций. В основном это положительные реакции, но был и комментарий такой резко негативный. Такие комментарии я обычно удаляю. И в этот раз я удалил этот комментарий сразу, потому что он мне резко не понравился. Все-таки чаще всего я делаю скрин, оставляю такие комментарии на память. Но здесь я как-то сразу удалил этот комментарий. И сейчас объясню почему. Что там было? Человек стал сразу возмущаться. Еще создавать, так сказать, какие-то фонды музыкантам. Среди них полно музыкантов очень-очень низкого уровня, плохих, которые вообще не умеют играть. Им бы хорошо вообще пересмотреть свою деятельность и подумать о том, как бы им действительно зарабатывать на жизнь и не заполнять собой, так сказать, музыкальное пространство, музыкальный эфир. Потому что, полно музыкантов действительно плохих, пианистов много. И даже прозвучала такая фраза, что неплохо бы таких плохих пианистов отстреливать. Это, кстати, такой типично российско-советский такой нарратив. Обязательно надо кого-нибудь отстреливать. Не может человек с советским менталитетом спокойно жить, чтобы кого-нибудь бы не отстреливать. Прям, надо кого-то поотстреливать. Такие дела. В общем, я, естественно, отправил этого человека в бан, причем моментально. Я даже не успел как-то заскринить, сохранить эти комментарии, поэтому я так пересказываю своими словами. И на самом деле, отчасти я с этим посылом, как бы это странно сейчас не прозвучало, согласен. Не с тем, что надо отстреливать, а с тем, что действительно в нашей среде, в музыкальном мире сейчас очень много, мягко скажем, посредственных музыкантов. И действительно пианистов слишком много. Об этом, кстати, у меня готовится сценарий к отдельному видео, как-нибудь его запишу. Так что, кто не подписан, подписывайтесь на канал, если кому эта тема вообще интересна.
Так что отчасти я с этим комментатором даже согласен. Но есть один важный нюанс. Вот в детстве всем вот этим вот пианистам, которых надо отстреливать, что им говорили в детстве? Ты супер талант, мы тебя сейчас будем поддерживать. У нас куча фондов, там новые имена, фонд Спивакова, там куча фондов. Мы тебя сейчас будем поддерживать, ты только занимайся, у тебя все будет прекрасно. Ты только занимайся, да, вот распространенная такая фраза, утверждение, адресованное в адрес молодых исполнителей, что все у тебя будет хорошо, давай, так сказать, вперед. И что происходит в итоге? Такого человека, музыканта, поддерживают в детстве. У него вырастает огромная корона. Потом, допустим, этот человек начинает выигрывать много конкурсов. Ну, если он не сошел с дистанции где-то к 20, а продолжает быть музыкантом, он начинает выигрывать много конкурсов. Ну вот наступает 30 лет, и после 30 лет в большинстве случаев такой музыкант просто выкидывается из музыкального социума. Потому что он уже не молодежь, он уже не юноша, он не представляет из себя такого дрессированного вундеркинда, на которого, как в цирк, пойдут люди, вот купив билеты, да, и будут ахать и охать, что ах, какой талантливый молодой человек, это наше будущее, будут все восклицать и восторженно говорить. Вот это уже не будущее, это уже настоящее, это уже взрослый музыкант, зрелый. Он действительно много занимался, он действительно вот только занимался, больше не делал ничего другого, не заботился о своей карьере, не нарабатывал какие-то связи, вот просто занимался, как ему внушали, как ему говорили. И по сути он в итоге, накопив таки настоящий музыкантский опыт и хорошо позанимавшись, то есть став действительно большим, подлинным, настоящим музыкантом, глубоким, которому есть что сказать, вот он остался у разбитого корыта. Потому что люди среднего возраста, они обычно в музыкальной индустрии не нужны. Нужны кто? Дети, потому что это наше будущее. И нужны признанные мастера. Ну а люди среднего возраста, они мало кому нужны. И такие люди, они очень часто попадают в такую социально-музыкальную яму. И им живется тяжело. Особенно тем людям, которые вот не смирились с тем, что их жизнь закончена, не пошли преподавать, а которые упорно играют концерты, упорно хотят что-то в музыке сказать, причем имеют на это основания и являются действительно подлинными музыкантами. Вот такие люди существуют, но они попадают в музыкальную яму. Да, действительно, среди пианистов, в том числе среднего возраста, есть огромное количество шлака. То есть вот этих всех непризнанных гениев, которые обижены на весь мир. И есть такие люди со связями, которые благодаря каким-то своим знакомствам прорвались на вершину. Хотя по сути из себя мало что представляют. Таких много. То есть может быть даже 90% негодных музыкантов присутствует. Пианистов, да, пианистов действительно много. Но есть 10% действительно подлинных музыкантов, уникальных, которым есть что сказать и которые делают что-то, что больше не делает никто в музыке. Причем делают уже сознанием дела, как профессионалы, пройдя через горнило испытаний и конкурсных, и учебы, и всяких разных других. И в данном случае я не с пустого места говорю, потому что у меня много таких знакомых, я не имею в виду себя. Тут мне комментатор этот написал, что вам-то грех жаловаться, особенно у вас тут были сейчас гастроли в Китай. Я в данном случае не себя имею в виду, хотя я тоже прошел сейчас через достаточно сложный период и много разных встречал людей. Много встретил людей, которые действительно реально помогли. И много людей встретил, которые красиво улыбались, говорили красивые слова, может быть даже чуть-чуть помогали, но ровно до той степени, чтобы казаться самим себе хорошими. По сути, бросали слова на ветер. Таких тоже много встречал, большинство. Некоторые люди, которым я благодарен очень, они реально помогли. У меня был сложный период, связанный с переездом, не буду сейчас об этом распространяться. В данном случае я говорю не о себе. Я действительно знаю многих моих друзей, коллег. Вы на самом деле, кто интегрирован в мир фортепианной музыки, и вы их знаете. Потому что они в соцсетях часто пишут, что как же, в общем-то, все не очень хорошо в этой жизни. И что они слышат в ответ? Много теплых слов, каких-то таких правильных, теплых сентенций о том, какие они хорошие, как у них все получится, что главное не опускать руки, и все такое. Что они слышат? Обычно это. То есть такие музыканты реально есть. И у меня вдруг закралась идея, что если у меня была возможность, если были такие гонорары, которые, скажем, есть у того же Соколова, Плетнева, всех, кого я перечислил, то было бы, наверное, резонно откладывать деньги в какой-то фонд. А потом, может быть, привлекать еще каких-то людей дополнительно, каких-то спонсоров, которые
вот такой бы фонд поддержали. Потому что, повторюсь, такие музыканты действительно есть, и кто-то прямо говорит о том, что у него проблемы, кто-то не говорит, потому что среди музыкантов много скромных людей, которые стесняются говорить о своих проблемах, и таких музыкантов еще надо искать. Действительно предлагать им помощь, они еще будут отказываться. Потому что, как же, я взрослый человек, я мужик, как же так я сам не справлюсь-то? Или я, может быть, прогнусь под систему, буду преподавать где-нибудь, работать концертмейстером. Как же так? Просить у кого-то, говорить, жаловаться. Нехорошо, да? Вот многие музыканты зачастую мыслят именно так. То есть проявляет некую, с моей точки зрения, ложную скромность здесь. И вот таким музыкантам, я считаю, надо помогать. Я уже об этом неоднократно говорил. Вернусь к моему шортсу, к моему короткому видео. Помимо вот этого негативного комментария, который я сейчас в свою очередь тоже прокомментировал, было много положительных тоже оценок. И что я хочу сказать. Видимо, эта идея, она находит отклик у многих. И мне даже предлагали, что давайте действительно фонд такой будем организовывать. Я хочу сказать, что у меня уже эта идея давно. И более того, я, находясь в России до моего отъезда, я даже начинал ее в какой-то мере осуществлять. У меня был такой проект под названием «Всероссийское творческое объединение «Взгляд в настоящее». Под его крылом мы проводили еще там фестиваль. Но в чем смысл взгляда в настоящее? В том, что слово «настоящее», оно расценивается как подлинное, то есть не фальшивка. Это с одной стороны. А с другой стороны, настоящее это не будущее, потому что взгляд в будущее это очень модно, и не прошлое. То есть не вундеркинды и не корифеи, а то, что есть здесь и сейчас. То есть настоящие это те люди, которые находятся на самом пике, в самом расцвете. Это именно такие творцы. И мне кажется, пора взглянуть в настоящее. Я очень долго думал, как это все организовать. И возникла такая идея творческого объединения. Я обязательно вернусь к этой идее. Сейчас пройдет у меня такой адаптационный переходный период в жизни. Я обязательно вернусь к этой идее. И если кому-то интересно это все будет поддержать, пожалуйста, как говорится, welcome. Если есть какие-то прям совсем конкретные идеи, кто-то может реально посодействовать организации такого фонда, пожалуйста, пишите у меня здесь в описании под роликом есть мой email. Можно туда написать и изложить какие-то свои мысли, предложения. Я буду рад собрать единомышленников относительно этого всего. Так что, как-то так, спонтанно совершенно пришла мысль у меня перед концертом, записал такой шортс, и, возможно, это выльется во что-то большее. Но не прямо сейчас, мне нужно действительно немножко устаканить собственную жизнь, а потом, может быть, это пустит какие-то такие ростки. И да, когда у меня будут такие большие-большие гонорары, пожалуйста, у меня просьба ко всем подписчикам, всем, кто меня сейчас смотрит. Когда я буду играть много концертов с большими гонорарами, пожалуйста, ущипните меня. И напомните мне о том, что ты хотел создать такой фонд. Обязательно это сделайте. Потому что я замечаю, что многие люди, которые достигают успеха, они начинают, как бы это сказать, охреневать, что ли. Тут еще можно вспомнить расхожее выражение, что сытый голодного не разумеет, но оно в данном случае не работает, потому что те же музыканты, которые достигли успеха, они в какой-то момент тоже были голодными, тоже проходили через переходный этот этап. Но, тем не менее, почему-то, получив известность и большие гонорары, не знаю, может быть, не думают о том, что другие их коллеги, более молодые, которые, тем не менее, уже не совсем молодые, но более молодые, чем они, да, они тоже могут проходить через такой переходный кризисный этап. И, может быть, как-то нужно им помочь. Да. Все помогают на словах, сочувствуют, улыбаются. Это все есть обязательно. Да. Могут премию дать, какую-то грант единичный, куда-то единоразово позвать, но так, чтобы на системной основе помогать каким-то музыкантам. Выдавать стипендию, да, например, как это делала в свое время фон Мэг в отношении Чайковского, да, или как это делали меценаты Серебряного века, Беляев, Третьяков, Мамонтов. Была целая плеяда меценатов, которые поддерживали музыкантов в то время. Где сейчас они, эти меценаты? Бог с ними, с меценатами. Нынешние корифеи, они, мне кажется, настолько богаты, что могли бы отчасти эту функцию взять на себя. В общем, такие у меня идеи. Буду завершать это видео. Хотел коротко сказать, но получилось длинно. Надеюсь, кто-то дослушал до конца, и надеюсь, что кто-то меня поддержит. В любом случае, вы можете это видео поддержать лайком, написать что-то в комментариях, и подписаться на канал, кто не подписан. Увидимся!